это не просто типа мувик, фраг-мувики, да, где летит, убивает, а вот когда ты конкретно запариваешься, когда тебе интересен сценарий, когда какую-то раскадровку проводишь, отдельную работу, там, ты реально увлекаешься этим, потому что музыка и видеоряд сочетаются, и там ОВшки. Да, просмотров мало, типа, может быть, я купил медиум, но это было забавно, реально, это было интересно, я скажу. Давай я музыку. Сука, я в стенку, да. Вот было время, когда цель игроков была война, не кач, а именно война. Имея на борту одну-две стенки, или не имея вообще ничего, бросались в бой. Да чего уж тут говорить, бились всем, чем было. Кланы создавались не для битья мобов, а для удержания карты для войны и хорошей игры. Сам я был в таком клане. World Positive, или как его все знали, ВП. Ребята в клане играли как одно целое, не то что сейчас альянсы. И бесконечно можно рассуждать о том, в хорошем мы сейчас виде или в плохом, стало лучше или хуже. Одно я знаю точно, это то, что старая эпоха ушла. Вот эпоха, когда ты начинал качать аккаунт, прилетал на карты, X1, X2, типа было неважно, все карты были заполнены игроками, которые что-то делают. Они били мобов, они делали мелкие квесты и просили друг друга о помощи. И сейчас вы такого не увидите. Вы больше не увидите это разнообразие кораблей. Вот эти моменты, которые потерялись во времени, когда даже простые ребята использовали кик, использовали рефери, использовали гол не с целью заиметь какой-то бонус, потому что они получали визуальное наслаждение. Не было 3D клиента, и они получали визуальное наслаждение от того, как выглядят эти корабли. И даже сейчас можно включить любой ролик террора и увидеть, что там просто все корабли разнообразны. Еще до Суржиона все летают на разных кораблях, которые им больше нравятся, которые им симпатизируют. И ты мог прилететь на карту на глобальной Европе вечером, на 7-ю, на 6-ю, неважно. Там были дичайшие замесы. Люди сталкивались между собой, сражались. И я даже не выделяю сам факт сражения, а выделяю то, каким было обширным комьюнити, каким было оно массовым. Твоей целью с самого начала был Уберфул. Достать LF4, апгрейдить их, апгрейдить щиты и дроиды. Все, ты готов. Все, что тебе осталось, это стимы. Ты равносилен любому. Нет дисбаланса кораблей. Ты выберешь себе или щитовой, или 5% на урон, и полетишь. И типа это было идеальное время в этом отношении. И я искренне благодарен старой команде разработчиков, которые занимались этим. Потому что это было время шикарное, неповторимое. И да, эта команда сменилась, и время не вернуть, но, ребят, это было просто офигенно. Мое почтение от всей души. Я считаю PvP неотъемлемой частью и целью, к которой должен стремиться каждый игрок. Именно совершенствование в PvP. Вообще это процесс бесполезный, если у тебя нет терпения, потому что ты будешь бесконечно сливаться, ты будешь умирать на тренировках постоянно, прежде чем к тебе придет понимание того, что ты делаешь неправильно. Да, тебе
опытный напарник может объяснить какие-то игровые моменты, основы, но он не может научить тебя вести PvP, потому что это сложно объяснить, но само умение вести PvP 1 на 1 приходит после постоянных избиений. Случайным образом. Когда ты все настроил на клавиши, когда уже используешь только клавиатуру для переключений, каким-то образом к тебе начинает приходить умение играть. Да, и это очень важный момент, когда ты понимаешь, что ты стал лучше в чем-то, что ты стал лучше менять формации, что ты контролируешь игровые моменты, что ты покинул ту группу из 90% игроков, которые до сих пор мобники, и вошел в группу из игроков, которые умеют сражаться в PvP. И это очень важный момент, потому что ты можешь быть кем угодно. Можешь любить честь, можешь любить высокий ранг или порты по выходным. Ты обязательно должен уметь PvP. Потому что это PvP игра. Ребят, это MMORPG. И многие не хотят учиться играть исключительно с клавиатурой. Я не имею ничего против биндов мышки, но переключать мышкой абсолютно все неправильно. Да, ты можешь научиться быстро переключаться, даже используя чисто мышку, но никогда не достигнешь того уровня, на котором переключаются с клавиатуры. Это будет казаться сложным поначалу, потому что сложно контролировать такое количество клавиш. Но это можно сравнить с игрой на любом инструменте. Вы будете делать это не задумываясь, когда наберетесь опыта, когда проведете достаточно дуэлей с теми, кто уже умеет делать это. Просто важно себя перебороть, и в какой-то момент вы научитесь. Это обязательно случится. Это действительно интересно. И само PvP с опытным игроком, игра с клавиатурой, это увлекательно. Просто надо научиться, а для этого надо попробовать. С самого введения 3D формации, с самого введения 3D игра начала катиться вниз по наклонной плоскости. И эта тенденция, она была заметна почти сразу. Сменилась команда, сменился подход к игре, общее отношение разработчиков к своему проекту. Баланс исчез как таковой. Вводят корабли, которые имеют больше статы, чем предыдущие корабли. Классика из игры уходит. Было очень грустно за этим наблюдать. Неприятно, катастрофически. И даже если закрыть глаза на все эти конфликты внутри разработчиков, на конфликт килл-медиума и разработчиков, на блокировки аккаунтов, на вот этот геноцид аккаунтов, на RU 456, если закрыть глаза даже на то, что происходит внутри, на саму суть проблемы, ничего не меняется. Игра уже потеряла слишком много. Она не дойдет до точки невозврата. Она просто останется в том виде, в котором она есть, если не начнет терять еще больше. Даже если они начнут делать все правильно, даже если они начнут работать без ошибок, что в принципе невозможно, главный ресурс в виде людей уже потерян. Они не могут вернуть старое, потому что у них нет людей, а новые люди не придут. Нет смысла обманывать себя. Никому эта игра в 2019 году как новый проект уже не интересна.
Они там уже стоят, один вообще уже ему похуй, блядь. Уже все. Я действительно хочу увидеть, что будет с Дарком дальше. Но сам по себе он больше не предоставляет для меня интереса. Именно того живого интереса, который он давал раньше. Куда эта шаткая дорога приведет разработчиков, мне неизвестно. Я думаю, этот проект будет жить, пока люди донатят его. Или все-таки нет? И снег на висках оставит пороха.